Всем привет, друзья! Сегодня у меня на обзоре модель советского истребителя МиГ-21 БИС от компании «Звезда». Масштаб 1 к 72. Уверен, эта модель хорошо известна авиамоделистам, и судя по упаковке, издание далеко не новое. Но раз уж эта коробка попала ко мне в руки, то давайте посмотрим, что внутри. Здесь у нас изображен самолет в советском трехцветном камуфляже, и ниже все предлагаемые варианты исполнения. Советский, финский и польский. Но до них мы еще доберемся, когда будем рассматривать инструкцию. Далее, на одном из торцов коробки дан размер модели, и судя по этим цифрам, обещают нам самолет почти 21 см длиной. А здесь же таблица с необходимыми цветами под производителя «Звезда» и «Хаммрол». На противоположном торце другие модели, которые предлагает «Звезда». Здесь Су-39, Ми-24, вертолет «Аллигатор» и МиГ-31. Ну, кстати говоря, на Ми-24 мы еще на канале посмотрим. Ну а сейчас давайте заглянем в коробку. Под бокс-артом здесь находится еще одна плотная коробка. Внутри небольшой пакет с деталями. Судя по всему, модель получится не очень сложной. Здесь же инструкция, какой-то неинтересный вкладыш, подставка и в отдельном пакете декали и прозрачные элементы. Начнем обзор традиционно с инструкции. На первой странице повторяется бокс-арт, далее кратенькая справка о самолете и далее руководство по сборке. Думаю, останавливаться на этом не будем. Если хотите, поставьте на паузу и прочитайте. Единственное, что хочу отметить, вот посмотрите, здесь такой вот небольшой абзац дан с информацией о самолете, и сказано следующее. Сирийская авиация активно применяла МиГ-21, и наибольшее количество получили ВВС Индии. И что интересно, среди вариантов расцветки у нас нет ни Сирии, ни Индии. То есть, по сути, эта справка совершенно оторвана от того, что дается в модели. Конечно, хотелось бы, чтобы информация была как-то согласована с содержимым. Вообще инструкция представляет собой вот такой вот не особо удобный разворот. Сейчас придумаем, как нам его лучше рассмотреть. Ну, по сути, вот на этом развороте, на внутреннем, скажем так, находится вся схема сборки самолета. Начинается сборка с фюзеляжа, здесь же собирается реактивное сопло, кабина пилота. Далее детализация фюзеляжа, устанавливаются крылья. На следующей странице дается вариант сборки с выпущенным и убранным шасси. Далее детализация нижней части, шасси под крыльями. Следующая страница. Здесь устанавливаются шасси и ставится вооружение. Судя по всему, здесь несколько вариантов вооружения, так что можно укомплектовать самолет на свой вкус, ну либо же согласно вашему прототипу. Здесь есть разного рода ракеты и дополнительный топливный бак, который крепится под брюхо. Я надеюсь, не ошибся, это действительно топливный бак. А вот эта вот бочка, возможно, бомба. Ну, если я вдруг ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, в комментарии. На обратной стороне дана раскладка деталей, схема декали и таблица с необходимыми цветами. Здесь те же краски от «Звезды» и «Хаммрол», а также есть пометка «Краски, входящие в подарочный набор». И что интересно, я купил эту модель как самостоятельный комплект, то есть никакого подарочного набора здесь не было. И тут возникает вопрос, то ли краски залежались, высохли и магазин от них просто избавился, либо у «Звезды» инструкция на все случаи жизни, и для подарочного набора, и для обычного. И на последней странице находится схема окраски.
Как мы уже узнали из боксарта, здесь нам предлагают три варианта расцветки. Первый – советский ВВС, камуфлированный вариант, который был на боксарте. Второе исполнение – финский ВВС, здесь камуфляж двухцветный и немного попроще. И третий вариант – ВВС Польши. Здесь уже расцветка значительно отличается, машина имеет некрашенную алюминиевую поверхность. На этом с инструкцией разобрались и переходим к деталям. В наборе у нас 4 небольших литничка, и давайте рассмотрим их по порядку. Начнем с фюзеляжа. Традиционно для авиамоделей состоит он из двух половинок. Расшивка присутствует, но насколько приемлема ее глубина, тут уж я сказать не могу. Думаю, это все выяснится в процессе сборки и окраски. Вторая половинка фюзеляжа аналогичная. Далее здесь же расположены некоторые элементы экстерьера, например, нос самолета одной деталью. Здесь присутствует стык от половинок пресс-форм, так что необходимо будет его обработать. Тут же находится фигурка пилота. Такой вот персонаж, отлитый единым целым. Здесь же и детали интерьера. Вот таким образом сымитирована приборная панель. Некоторые другие мелочи. Ракеты. Ракеты также отлиты в одну деталь. Следующий литник. Здесь всего две детали. Это верхняя часть фюзеляжа. Киль это называется, или как правильно, подскажите в комментарии. Здесь также присутствует расшивка. Достаточно аккуратно и хорошо отлит этот элемент. Ну и верхняя часть также вроде без проблем исполнена. Следующий литник с мелочевкой. Здесь вот я вижу вооружение, шасси. Посмотрим все это поближе. Вот оно, кресло пилота, если не ошибаюсь. Еще один нос. Наверное, вариация. Шасси под крылья. Ракеты. Это, видимо, ниша. Ниша под переднее шасси, скорее всего. Далее сопла. Здесь детализация такая незначительная, но тем не менее рельеф внутри пролит. Ряд мелочей, бомбы, скорее всего, топливный бак под брюхо и носовое шасси. Отлито оно здесь в одну деталь. Далее с обратной стороны можно увидеть внутреннюю часть откидных крышек. Также вот детализировано то ли сопло, то ли турбина. Ну и в целом по деталям каких-то дефектов, каких-то проблем я не наблюдаю. И последний литник. Здесь у нас крылья и снова детали вооружения. Вот что мне не совсем понятно, так это почему так сильно разбито вооружение по разным литникам. Я думаю, логичнее было бы собрать это на одну рамку. Но вот уже третий литник подряд мы натыкаемся на какие-то элементы оружия. Так, посмотрим поближе на крылья. Здесь также присутствует некая расшивка. Хвостовое оперение. Далее ниши шасси под крыльями. Вот носовая часть ракетной установки. Далее здесь, видимо, корпус этих ракет. И вот еще какая-то приборная панель, судя по всему. Ну и вот так выглядит обратная сторона крыльев. Далее посмотрим декаль и прозрачные элементы.
Начнем со стекляшек. Пожалуй, идеальными эти стекла я назвать не могу. Присутствует некое искажение, также прозрачность оставляет желать лучшего. Ну и посмотрим на декали. Здесь обозначения для 3 вариантов окраски и минимальные технические надписи. Техничку буквально можно пересчитать по пальцам. Этого даже для 72 масштаба, я думаю, маловато. Но если учесть, что модель позиционируется как модель начального уровня, то, наверное, надписей достаточно. Отпечатано все достаточно хорошо, некоторые надписи даже читаемые. Смещения рисунка я не вижу. И последнее, что было в коробке, это подставка. Я так понимаю, она стандартна для всех моделей звезды, и кладут они ее во все коробки. Вот такая, друзья, модель советского истребителя МиГ-21. На мой взгляд, самолет достаточно простой, если не вдаваться в доработки. Ну и также я надеюсь, что здесь нет проблем со сходимостью. На этом же обзор набора я заканчиваю. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ну и, конечно же, оставляйте свое мнение об этой модели в комментариях. Я же на этом с вами прощаюсь, благодарю вас за внимание, всем пока и до встречи в следующих видео.